Приветствую вас, меня зовут Александр Улиська, я Cloud Solution архитект в компании Smart Business. И сегодня у нас 208-я встреча Smart Talks. Я вам расскажу о новой технологии Microsoft, которая называется Windows Virtual Desktop. Это лучшее решение, это лучшее облачное решение Microsoft, которое предоставляет возможность виртуализировать рабочие столы пользователей, также виртуализировать приложения пользователей. Данное решение разворачивается в Ажуре. Оно работает вместе в связке с Office 365 или Microsoft 365 лицензиями. Также данное решение позволяет использовать максимально сервисы безопасности, которые предоставляет пользовательская лицензия Office 365. На данном слайде вы можете увидеть архитектуру. Задача плоскости Windows Virtual Desktop архитектуры заключается в двух основных вещах. Первое – это организация создания и управления хостами серверов рабочего стола и приложений. Второе – это аутентификация пользователей и определение того, где должно приземлиться подключение к рабочему пользовательскому столу. То есть подключение к виртуальной машине рабочего стола, соответствующего пользователя. Ранее во всем мире классический RDS требовал разворачивания и поддержку ряда RDS-ролей. Такие роли, как License Server, Web, Web Client, Connection Broker, Gateway. С ВВД больше нет возможности устанавливать и управлять какой-либо из этих ролей, поскольку теперь они являются частью службы управления Windows Virtual Desktop. И вам можно выполнять управление с помощью PowerShell, либо портала администрирования Azure. Сейчас мы рассмотрим несколько преимуществ Windows Virtual Desktop в сравнении с наземной инфраструктурой. Первое – это безопасность. Клиенты Windows Virtual Desktop могут легко использовать сложные службы безопасности Azure AD с помощью встроенной интеграции. Данным пользователям будут доступны сервисы безопасности, такие как MFA, Conditional Access и громадное количество других облачных сервисов безопасности, которые будет покрывать пользовательская лицензия. На данном слайде мы видим, что в Windows Virtual Desktop уменьшена поверхность атаки. Реализован такой принцип, который называется Reverse Connect. Он исключает необходимость открывать входящие порты, уменьшая поверхность атаки. Таким образом, вы можете снизить возможность подвержения атаке. Также ваши администраторы будут терять меньше времени на мониторинг входящих подключений, входящих портов. Следующее преимущество и отличие – это то, что есть возможность управлять административным доступом на основе делегированных прав в виде ролей. Ранее в RDS-серверах все администраторы имели административную роль, которая включала полные права. В Windows Virtual Desktop реализован сценарий ролевого делегирования. То есть точечно можно каждому администратору назначить необходимую ему роль, и это будет следовать принципу наименьших привилегий. То есть вы можете точечно разделить ваших администраторов и одному назначить управление приложением, второму отслеживание событий, траблшутинг, третьему можете дать роль, которая позволяет менеджить и деплоить Windows Virtual Desktop. Также был улучшен протокол удаленного рабочего стола. Улучшенный RDP обеспечивает оптимизированное взаимодействие с Windows Virtual Desktop для конечных пользователей. Есть ряд преимуществ и отличий. Первое – это поддержка Windows Hello. И есть возможность проверки подлинности с помощью смарт-карт. Второе – это динамическая адаптация использования полосы пропускания. Когда у вас есть
пул пользователей, которые используют один канал и одну полосу пропускания. Windows Virtual Desktop сервис автоматически адаптируется под этих пользователей и оптимизирует использование канала связи. Следующее – это перенаправление устройств и ресурсов. Есть возможность перенаправлять на удаленный рабочий стол принтера, мультитач, часовой пояс, буфер обмена. Также можно перенаправлять камеры, до 8 камер на одного пользователя. Также появилась функция динамического расширения и масштабирования. Это имеется в виду, когда пользователь управляет размером своего рабочего окна, окно динамически подстраивается под те параметры, которые устанавливает пользователь. Ранее же, чтобы это сделать, необходимо было изменить разрешение и переподключиться к удаленному рабочему столу. Также был реализован улучшенный пользовательский интерфейс с графикой, оптимизированный с помощью кодирования в смешанном режиме. Далее мы рассмотрим конфигурирование Windows Virtual Desktop. Нам необходимо понимать, что наши виртуальные машины, которые будут созданы в ажуре, они должны иметь исходящее подключение по 443-1688 порту. В данном списке вы можете видеть, каким ресурсом происходит подключение. Также пользователи, соответственно, клиенты должны тоже иметь исходящий доступ по TCP-порту. Это 443 порт. Клиенты могут подключаться с Windows Desktop устройств, из веб по ссылке, также устройств Mac iOS и Android. С мобильных устройств происходит подключение тоже через веб. Android буквально появился недавно, он уже в превью, поэтому можно также потестить подключение, если будет желание. Есть несколько основных требований к инфраструктуре, которые должны быть подготовлены до момента деплоймента Windows Virtual Desktop. Первое – это наличие подписки Azure, в котором развернут Azure Active Directory. Второе – это локальный Active Directory Windows Server, который синхронизируется с Azure AD посредством использования Azure AD Connect. Имеется в виду, что должны быть синхронизированы пользователи и другие объекты, такие как устройства, записи атрибутов. Третье – это должна быть общая виртуальная сеть, которую будут использовать Windows Virtual Desktop, виртуальные машины и локальный AD. Если у вас локальный AD развернут в ажуре, вы можете использовать одну виртуальную сеть. Если это наземная инфраструктура, вам необходимо будет организовать VPN-подключение, чтобы Windows Virtual Desktop машины и Active Directory были в одной подсети. Следующее – это то, что виртуальные машины Windows Virtual Desktop должны иметь стандартное подключение к домену, имеется в виду к локальному домену, или гибридное присоединение. Виртуальные машины не могут быть присоединены к Azure AD. Сценарий подразумевает наличие именно локального AD, и подключение происходит в локальное AD, потом происходит синхронизация Azure Active Directory и локальной AD. Перед деплойментом вам необходимо определиться, будете вы использовать подготовленный образ операционной системы, либо вы будете самостоятельно подготовленный образ операционной системы, либо вы будете использовать предподготовленные образы Microsoft. Самостоятельно вы можете создать образ операционной системы, в котором будут установлены приложения, выполнены все необходимые настройки, и данный образ будет применяться для всех пользовательских сессий. Также есть возможность выбрать предподготовленные образы Microsoft. Там есть буквально несколько вариантов. Если будете самостоятельно подготавливать, нужно понимать, что образ должен быть создан с операционной системой Windows 10
Enterprise версии 18.09 либо более свежей, Windows 7 Enterprise, Windows Server 19, 16 или 2012 R2. Сейчас мы рассмотрим первый шаг, это создание тенанта Windows Virtual Desktop. Нам необходимо будет выполнить три вещи. Первое – это предоставить разрешение для Windows Virtual Desktop, выполнять какие-то действия вашей Azure AD. Второе – это назначить вашему пользователю роль Tenant Creator. Пользователь, который будет выполнять деплоймент, должен иметь эту роль. И третье – это будет выполнено само создание Windows Virtual Desktop Tenant. Первым шагом мы переходим на портал Azure.com, выполняем вход под учетной записью глобального администратора. Это очень важный момент, потому что без этой роли у вас будет ряд ограничений. С сайта Microsoft мы берем две ссылки, посредством использования которых мы предоставляем права доступа для Windows Virtual Desktop сервису к нашему AD. Данная инструкция будет в конце презентации. Соответственно, в этой инструкции будут доступны ссылки на регистрацию сервиса Windows Virtual Desktop. Далее нам необходимо зарегистрировать наши После перехода по ссылкам у нас будут зарегистрированы два приложения. Это Windows Virtual Desktop Client и Windows Virtual Desktop AME. Нам необходимо предоставить роль Tenant Creator нашему глобальному администратору именно к приложению Windows Virtual Desktop AME. Для этого переходим в данное приложение, выбираем пользователей, выбираем «Добавить пользователя» и выбираем администратора нашего тенанта. Назначаем роль. Следующим шагом нам необходимо перейти в Azure AD, вкладку Properties и скопировать наш Azure AD Tenant ID. Данный Tenant ID нам необходимо будет использовать в дальнейших шагах, поэтому копируем его в блокнот. Следующим шагом необходимо аналогично скопировать ID подписки. Далее мы будем использовать предподготовленные команды PowerShell, которые также присутствуют в инструкции по деплойменту. Сейчас, секундочку. Нам необходимо во вторую команду подставить наше вместо tenant name ID нашего Azure AD tenant. Вместо tenant name нам необходимо указать желаемое имя тенанта, который мы создаем, а вместо AD tenant ID подставить Azure AD tenant ID. И вместо подписки, соответственно, тоже подставляем значение Azure подписки. После этого нам необходимо подготовить командочку, которая предоставляет роль RDS Owner для нашего глобального администратора. В команде мы указываем название нашего тенанта, желаемое название, и учетную запись глобального администратора. Кроме этого, чтобы иметь возможность выполнять деплоймент с PowerShell, нам необходимо установить и импортировать модуль, который обеспечит создание тенанта и пула виртуальных машин. Для этого мы с инструкции берем две команды. Это
установка модуля и импортирование модуля. Также их копируем в блокнот и в дальнейшем будем поочередно их использовать. Когда команды подготовлены, мы переходим в PowerShell под локальным администратором и запускаем на выполнение поочередно подготовленные команды. Первое – это установка модуля. Далее выполняем импорт модуля. После этого добавляем аккаунт. Здесь мы используем учетную запись глобального администратора. Следующий шаг будет это создание Windows Virtual Desktop Tenant. При выполнении данной команды мы видим, что имя VVD Tenant уже занят, поэтому нам необходимо изменить название. Я просто меняю название на любое произвольное другое. После этого выполняем команду. Видим параметры нашего созданного тенанта. После выполняем назначение роли RDS Owner для нашего глобального администратора. Также мы получаем сообщение, что данный тенант занят, и просто подменяем на корректные значения, которые мы использовали в предыдущей команде. Все, на этом этапе заканчивается создание тенанта. Далее мы переходим к разворачиванию хост-пула. Первое, нам необходимо через PowerShell создать хост-пул. Далее назначить пользователей в Windows Virtual Desktop Application группу. И третье, выполнить enrollment с портала Azure Windows 10 образа в режиме multi-session и с приложениями Office 365 Pro+. Также с инструкции мы берем предподготовленные команды. Первое – это создание хост-пула. Сюда мы подставляем наше уже существующее название тенанта и генерируем любое произвольное название хост-пула. Когда хост-пул создан, мы видим параметры в PowerShell нашего хост-пула. Далее мы выполняем добавление пользователя в application группу. Сюда же подставляем тоже все параметры названия хост-пула, название тенанта, а также UPN пользователя. Выполняем эту команду. Здесь в команде нам нужно удалить параметр UPN user account. После удаления параметра команда успешно выполнена. Я дополнительно добавил сразу несколько пользователей. Здесь мы указываем пользователей, которые будут использовать наши виртуальные рабочие столы, либо виртуальные приложения. Поэтому вы можете произвольно добавить любое количество, которое вам необходимо. И сразу же мы можем проверить доступность нашего application в браузере, перейдя по ссылке. Видим, что приложение доступно и вход был выполнен с использованием Single Sign-On.
под нашей учеткой глобального администратора. Далее мы переходим к разворачиванию образа Windows 10 и созданию хостпула. Нам необходимо создать ресурс. В поиск мы вбиваем Windows Virtual Desktop Host Pool. Нажимаем «Создать». Создаем мы наш хостпул в отдельной ресурсной группе, поэтому выбираем «Создать новую ресурсную группу», указываем ее название, выбираем регион при необходимости, указываем hostpool name, который мы использовали, имя, которое мы использовали при создании в PowerShell. Выбираем тип нашего хостпула виртуальных машин. Это может быть пул виртуальных машин, либо персональные, то есть выделенные персонально каждому пользователю отдельные виртуальные машины. Также здесь мы указываем пользователь, который будет использовать виртуальные рабочие столы. Их можно указывать в одну строку через запятую. После этого переходим к конфигурации виртуальных машин, указываем количество пользователей. Портал автоматически нам подбирает правильную конфигурацию количества виртуальных машин. И здесь есть возможность самостоятельно, принудительно выбрать необходимый тип виртуальных машин. Количество, к сожалению, менять нельзя. Данный сервис автоматически подбирает, согласно таблице, которую покажу дальше, необходимое количество машин. Здесь также мы указываем name prefix. Это значение, которое будет в будущем применяться к нашим виртуальным машинам, пулу машин, который будет создан. Это начало названия каждой из машин. То есть каждая машина будет именоваться VM, далее будет тире, и в зависимости от количества будет 01, 02, 03. То есть это именно именование самой машины. Указываем данный префикс. Далее на следующем шаге у нас есть возможность выбрать предподготовленный самостоятельно образ. Если нажмем Manage Image, либо можем выбрать образ с галереи, который уже Microsoft предлагает. В нашем случае мы выбираем Windows 10 Enterprise Multisession, который будет включать пакет Office 365 Pro+. Также я рекомендую останавливаться на дисках типа Premium SSD, потому что стоимость их не сильно выше, но производительность значительно выше, чем в HDD. Далее мы указываем логин, пароль нашего администратора локальной AD. Данная учетная запись будет использоваться для добавления виртуальных машин в наш домен локальный. Еще одним важным моментом является то, что если у вас локальный AD развернут, виртуальная машина развернута в ажуре, то Windows Virtual Desktop Host Pool также должен быть, соответственно, в ажуре и в одном и том же винете. Соответственно, у нас здесь есть уже существующий винет, в котором AD, мы его выбираем. Далее нам необходимо указать имя тенанта. Tenant Group Name можно указывать произвольно, либо его не менять. Указываем название нашего тенанта. И на следующем шаге необходимо остановиться, потому что если в вашем Azure AD Tenant нет мультифакторной идентификации, вы здесь можете указать учетную запись глобального администратора, и у вас удачно произойдет деплоймент. Если у вас есть включена мультифакторная идентификация для пользователей, то вам необходимо будет пойти немного другим путем. Сейчас более подробно покажу, как это. Здесь пока мы останавливаем, переходим в Azure AD, в App Registration.
Создаем, регистрируем приложение, выбираем необходимый нам тип, нажимаем «Создать», указываем произвольно желаемое имя приложения. После регистрации переходим в сертификаты и секретные ключи, создаем клиентский секрет, выбираем неограниченный срок действия, произвольно его называем. Далее необходимо этот секрет сохранить, потому что при переходе на следующий экран он отображаться больше не будет и восстановить возможности его нет. Надо будет пересоздавать только. Поэтому берем этот секрет и наш Application ID копируем в блокнот. После этого мы подготавливаем команду, в которой указываем параметры, записанные параметры. В конфигурации хостпула мы указываем Application ID, указываем наш Tenant ID, который можем посмотреть в Azure AD. И паролем является наш ключ, который мы скопировали в оба поля. Добавляем этот ключ. После этого проверяем, все ли мы корректно заполнили, все ли данные соответствуют нашему требованию. Сейчас проходит валидация. Когда вы все корректно заполнили, валидация пройдет успешно, и вы можете приступить к разворачиванию хостпула виртуальных машин. Этот процесс может вас занять 15-20 минут. Я немножко ускорил это все. В процессе вы будете видеть ресурсы, которые были созданы вот на данном экране. Мы видим, что частично уже были созданы ресурсы, было выполнено добавление виртуальной машины в домен, и в результате деплоймент успешно завершен. Когда мы перейдем в ресурсную группу, увидим перечень ресурсов, которые были созданы при выполнении деплоймента. Следующее. Посмотрим, как мы можем подключиться к нашему пулу виртуальных машин. У нас есть, в пользователя есть возможность использовать Windows Desktop клиенты. Они работают на операционных системах Windows 7, Windows 10. Кроме этого, есть возможность использовать веб-клиенты. Это браузеры Edge, Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome. Сейчас я вам покажу, как происходит подключение с приложения. Нам необходимо перейти на сайт Microsoft, с которого мы скачаем наш дистрибутив. Данная ссылка также будет в конце презентации. Вы скачиваете установочный файлик. Это установочный файлик Windows Desktop клиента. Запускаете его, выполняете установку. После успешной установки выполняете первый запуск. Здесь необходимо добавить нашу учетную запись, которая будет использоваться для подключения к виртуальному рабочему столу. Указываем учетную запись, пароль. Таким образом проходит идентификация. Также обращу внимание, что вы можете использовать МФА при подключении к виртуальным рабочим столам. После добавления вам необходимо перезайти в приложение. И мы видим, что у нас появился наш хостпул с именем WVD Temp. И есть возможность запустить подключение к удаленному рабочему столу.
Здесь обращаем внимание, что при подключении вы будете указывать параметры учетной записи локальной AD. То есть перед тем, как приступить к любому деплойменту, вам необходимо синхронизировать пользователей с локальной AD, потому что именно эти пользователи будут использоваться при входе на виртуальные машины. Выполняем вход. При первом входе конфигурируется профиль и разворачивается профиль на виртуальной машине, поэтому это может занять чуть больше времени, чем при обычных подключениях. Также это зависит от того типа виртуальной машины, которую вы использовали. У меня виртуальная машина маленькая, B1S, соответственно, это может занять немного больше времени. Также хочу обратить внимание, что удаленный рабочий стол максимально приближен к тому, который пользователь использовал бы на своем локальном компьютере. Для пользователя будут доступны практически все функции обычного локального устройства. Далее, если мы перейдем в меню «Пуск», увидим, что нам доступны приложения с пакета Office 365 Pro Plus. Здесь вы кастомно можете генерировать все, что угодно, любые приложения, любые темы, любые настройки посредством подготовки образа операционной системы. Следующий вариант – это подключение через веб-клиента. Для этого нам необходимо перейти по ссылке. После успешного перехода по ссылке вам также будет доступен ярлык удаленного подключения. Подключение произойдет аналогично, как и с приложением. Так, далее мы рассмотрим лицензирование пользователей. Есть два варианта лицензирования пользователей. Первое – это когда пользователи имеют уже свою подписку Microsoft 365, которая позволяет им использовать виртуальные рабочие столы. Это Microsoft 365 Enterprise план E3, E5, Education план A3, A5, F1, Microsoft 365 Business, подписка Windows 10 Enterprise E3, E5, также Education подписки Windows 10. Также входят сюда подписки Windows 10 VDA. То есть все пользователи, которые имеют данные лицензии, им дополнительно больше ничего не потребуется для того, чтобы иметь возможность использовать виртуальный рабочий стол. И имеется в виду в плане лицензирования. Также, если у вас этих лицензий нет, вы можете использовать обычные RDS пользовательские лицензии. Это еще один план лицензирования, который также присутствует в Windows Virtual Desktop. Также обращаю внимание, что так как у вас на фоне будет работать инфраструктура в Ажуре, это будет пул виртуальных машин, и Microsoft рекомендует резервировать данные машины на 3 года, либо на 1 год. Сейчас уже существует помесячная оплата резерваций, и таким образом вы сможете сэкономить на стоимости своей инфраструктуры до 72%. Стоимость и процент экономии вы можете увидеть в Azure калькуляторе. Это общедоступная информация. Сейчас мы рассмотрим ориентировочную стоимость подключения, ориентировочную стоимость для отдельно каждого пользователя. Сколько будет стоить, чтобы ваш пользователь мог использовать тот или иной режим удаленных рабочих столов. В данном расчете мы учитываем, что это пользователи среднего уровня, которые будут использовать приложение Microsoft Office, OneDrive. Расчет на 1000 пользователей. Каждому из пользователей будет выделено на storage 20 гигабайт под его профайл. Рассчитано
что каждый пользователь будет иметь исходящий трафик в размере 100 килобит в секунду на пользователя. Данная инфраструктура будет развернута в США. Виртуальные машины будут зарезервированы на 3 года. Для пользователей, которые будут использовать мультисессион режим, это будут виртуальные машины D8S, с учетом того, что на одно ядро виртуальной машины будет 4 пользователя. Также в расчет включены пользователи, которые будут использовать single session, то есть это будет выделена персональная машина каждому из пользователей. Поэтому здесь будет тип машины меньше, в нашем случае D2S V3. Также у нас в инфраструктуре будет storage, на котором будут храниться профайлы пользователей. Кроме того, сюда включен трафик. В случае, если вы будете использовать Windows 10 Multi-Session режим, то есть когда на одну виртуальную машину у вас будет подключаться определенный пул пользователей, то это будет примерно $6,7 в месяц на пользователя. Аналогично, и если вы будете использовать Windows Server Multi-Session режим, тоже стоимость будет та же самая. Если вы будете использовать Windows 10 Single Session режим, когда будет пользователю выделена отдельная виртуальная машина, здесь стоимость варьируется от $40 до $50. В данном расчете хочу отметить, что не включены стоимость пользовательских решений, так как уже большинство клиентов и пользователей уже имеют лицензии Windows 10, Microsoft 365 E3, E5. Поэтому, если лицензии нет, дополнительно необходимо будет сделать расчет по лицензированию пользователей. На следующих слайдах мы посмотрим более подробный расчет стоимости. Мы будем ориентироваться на 2 группы пользователей. Одна группа 1 – это те пользователи, которые будут использовать мультисессион режим, независимо от того, какие это будут операционные системы Windows 7, Windows 10 или Windows Server. Вторая группа будет использовать выделенные виртуальные машины. Это имеется в виду, что под каждого пользователя при его подключении будет создаваться персональная виртуальная машина. В первом случае в группе 1 мы сможем максимально использовать наши виртуальные ресурсы нашей машины, потому что Microsoft дает возможность загружать машину до 80%, и у вас не будет создаваться следующая машина, пока первая машина не будет загружена на 80%. В другом же случае возможен простой, так как пользователям каждому будет выделена машина D2S V3, но пользователь может не использовать ее на полную мощность. Также видим, что это будет регион Штаты. В первом случае у нас multi-session режим, в втором single session. В первой группе у нас выделяется 4 пользователя на одно ядро виртуальной машины. Виртуальная машина D8S V3. Резервация на 3 года. Примерная стоимость 14 центов, 15 центов в час. Во втором случае это у нас персонально выделенные машины D2S V3, тоже зарезервированные на 3 года. И здесь стоимость 3 цента, почти 4 цента на пользователя в час. Здесь учитывается, что работа будет круглосуточная, без выключения, 730 часов в месяц. Пиковые нагрузки в первой группе у нас 26 часов, во второй группе 801, так как пул машин будет значительно больше, потому что там будут выделены машины под каждого пользователя. В сумме у нас получается стоимость виртуальных машин в мультисессион режиме для 1000 пользователей будет около $2800. Для single session режима для 1000 пользователей это будет примерно $21,500. Также в обоих случаях у нас будут использоваться премиум SSD диски объемом по 127 гигабайт, по одному диску на каждую виртуальную машину.
В режиме multi-session дисков будет значительно меньше, стоимость их будет примерно $512. А в single session это будет на каждой виртуальной машине будет по диску, и стоимость их около $16 000. В обоих случаях будет выделено по 20 гигабайт сториджа под профили пользователей. Также будет общий объем сториджа около 20 терабайт. Кроме этого, суммарно стоимость сториджа будет примерно и там около $3000. Кроме этого у нас будет виртуальная сеть, это наши исходящие подключения, то есть исходящий трафик пользовательский. В обоих случаях это будет около $660. И суммарно, если мы суммируем все наши затраты, поделим на количество пользователей, 1000 пользователей, в multi-session режиме у нас получится стоимость примерно $6.92, в single session это будет примерно $40.93. На данной схеме мы видим, в данной таблице мы видим значения по умолчанию, которые использует Microsoft при подготовке виртуальной среды. Когда вы выполняете deployment, у вас автоматически подбирается под количество пользователей, в зависимости от типа пользователя. Это пользователи, допустим, light режим, это когда пользователи колл-центра используют минимально ресурс виртуальных машин. Medium — это средний пользователь, который использует пакет офиса, браузер. И максимально уровня пользователя — это которые используют графические инструменты, такие как Photoshop и множество других. Под них есть отдельно тип машин, в которых высокопроизводительная графика. Исходя из этой таблицы, Microsoft вам подбирает необходимое количество виртуальных машин. В данном случае видим, что в нашем случае были пользователи среднего режима, среднего типа, и для них выделялось одно ядро на 4 пользователя. На данном слайде вы можете увидеть полезные ссылки, которые я использовал при деплойменте. И готов ответить на ваши вопросы, если есть, по моему выступлению. Спасибо большое, что пришли. Мы будем и дальше двигаться в данном направлении, будем вас информировать о каких-либо новинках Microsoft. До свидания.